Здравствуйте, дорогие друзья! Дата рождения, когда вы родились, определяет одно из важнейших чисел в вашей карте рождения – число жизненного пути. Его можно сравнить со сценарием предполагаемого спектакля, который в сущности и представляет собой ваша жизнь. Естественно, не у всех людей будет наблюдаться абсолютное совпадение всех черт характера. Тем не менее, у них будет очень много общего. Очень редко встречаются люди, чей характер вообще не соответствует тому, на который указывают числа жизненного пути. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как определить число жизненного пути, информацию о людях с числом жизненного пути 3 и как этим людям наилучшим образом использовать свои положительные качества, а слабое качество направить в позитивное русло. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Самое интересное вас ждет впереди. Для того, чтобы определить число жизненного пути, воспользуйтесь простым способом. А именно, возьмите свою дату рождения и сумму составляющих ее цифр сверните к однозначному числу от 1 до 9. Например, дата рождения человека 17.06.1978 года. Число жизненного пути мы получаем путем сложения всех цифр, входящих в эту дату рождения. А именно 1 плюс 7 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 8 равняется 39. 3 плюс 9 равно 12. 1 плюс 2 равно 3. Число жизненного пути человека, рожденного 17.06.1978 года, равно тройке. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше число жизненного пути. Вы также можете рассчитать числа жизненного пути интересующих вас людей. Внизу под видео есть пример расчета, а также ссылка на плейлист «Число жизненного пути», в котором представлены видео с числами жизненного пути от 1 до 9. Друзья, мы не всегда знаем, что соответствует нашим способностям. В итоге неудача следует за неудачей, и все может закончиться депрессией. Поэтому лучше знать потенциал своей даты рождения. Многим будет также интересно узнать не только о себе, но и окружающих их людях. Люди с числом жизненного пути 3 в целом отличаются дружелюбным характером. У них тонкое чувство юмора, они легко общаются с окружающими людьми. Очень редко попадаются такие, у которых отсутствует чувство юмора и воображения. В этих людях никогда не исчезает жизнерадостность и естественная любознательность. А наивность ребенка я вообще не говорю. Для них люди всегда будут стоять на первом месте, а будничные проблемы повседневности на втором. На работе и в узком кругу они выступают в роли катализатора развития межличностных отношений. Как правило, быстро принимают решения, хватаются за многие дела и нередко добиваются блестящих успехов. Этим людям обычно всю жизнь завидуют. Они доверчивы, отдают предпочтение миру, покою и гармонии. Им ненавистны конфликты. Они никогда подолгу не пребывают в подавленном состоянии, обладают чудесной способностью быстро восстанавливать душевное равновесие. Благодаря щедрости и гостеприимству они легко собирают вокруг себя широкий круг знакомых и друзей. Но всем нравится бывать в их компании, и они не возражают, когда их используют в своих целях. Эти люди редко оказываются способными на прочную дружбу и с одинаковой легкостью как заводят, так и бросают друзей. Эта черта их характера может создать опасную ситуацию в деловых отношениях. Разнообразные таланты этих людей как мешают, так и способствуют их общественной карьере. Они веселы и оптимистичны. Они легко входят в любой коллектив. Им следует знать, что жизнь построена на конкуренции, и их беспечность может затронуть бизнес и даже его разрушить. Как только они поймут, насколько опасно быть чрезмерно доверчивыми, их ответственность перед коллективом возрастет, и им будет сопутствовать удача на пути продвижения к вершине карьеры. Но наибольший успех ожидает их в совместном труде ради общей цели. Правда, не всем суждено побывать на вершине.
Их могут подвести излишняя благотворительность или халатность. Однако, какими бы ни были обстоятельства, благоприятными или неблагоприятными, эти люди найдут способ использовать их наилучшим образом. Ну так они устроены. Если их прельщает крупный успех, то им следует избрать ту область, в которой их способность играть роль посредника пользовалась бы особым спросом. Умение показываться в выгодном свете делает их прирожденными актерами и актрисами, как на сцене, так вне ее. В силу их приспособляемости и готовности пойти на риск, этих людей можно встретить на любой работе. Но где бы они ни трудились, наибольшее удовлетворение эти люди получат только в том случае, если окажутся в центре мировых событий. Вдохновение они находят в непрестанных поездках, перемещениях, переменах в повседневной жизни. Статичность, рутина оставляют их равнодушными. Если люди с числом жизненного пути 3 не добиваются того успеха, на который они рассчитывали, то это значит, что им просто не хватило выдержки и выносливости. Неумение доводить дело до конца, когда встречаются серьезные трудности, тенденция менять лошадей на переправе, типичны для этих людей. Люди с числом жизненного пути 3 знают подлинное состояние дел, но даже в том случае, когда эти дела плачевны, они остаются в душе наивными детьми. Может случиться и так. Все обещало успех, и вдруг дела пошли совсем плохо. Виной тому непостоянный характер этих людей. Эти люди поступят мудро, если научатся сосредотачиваться на главном и перестанут разбрасываться и заниматься чем попало. Людей с числом жизненного пути 3 чаще всего привлекают обаятельные представители противоположного пола. Их собственные таланты предоставляют им огромные возможности для того, чтобы они могли повстречать людей с возбуждающей сексуальной аурой. Но для стабильной семьи требуется гораздо больше, чем просто обаяние. Так что, выбирая себе партнера, они должны полагаться и на знания человеческой природы. Молодые мужчины и женщины часто питают иллюзии относительно супружества. Для них это чудесное событие, которое автоматически изменит их жизнь к лучшему. Но романтика быстро исчезает, как только они сталкиваются с монотонными буднями. В итоге многие из них испытывают шок от подобного разочарования, и не все из них готовы оставаться в браке со своими партнерами. Единственной гарантией прочности их брака служит общность интересов, а также совместное участие в общественной деятельности. Это цементирует их союз, в котором любовь и уважение только усиливаются. Вместе с тем, любая тенденция поставить превыше всего собственные интересы, завести собственных друзей, станет первым шагом на пути к разводу, нередко с неприятными последствиями. Деньги как таковые мало занимают этих людей. Они не смотрят на деньги как на панацею. Эти люди находят удовольствие в раздаривании денег, поэтому их можно назвать меценатами. Но им нравится и получать деньги. В том случае, если баланс будет слегка отрицательным, это нисколько не огорчит их. Эти люди ценят комфорт и предметы роскоши, и им, как и всем нам, требуются деньги на каждый день. В конечном итоге им придется умерить свои экстравагантные аппетиты и научиться жить по средствам. Учитывая, что богатство и благосостояние даются этим людям нелегко, им следует установить контроль за собственными средствами, хотя это и противоречит их характеру. Этим людям нужно опасаться планов быстрого обогащения, поскольку они слишком доверчивы, то всегда найдутся мошенники, которые захотят этим воспользоваться. Им следует быть внимательным к себе и заботиться о своем здоровье. Люди с числом жизненного пути 3 лучше других подготовлены к тому, чтобы выжить в трудных условиях. Сопутствует ли им успех или неудача, богатство или относительная бедность, триумф или трагедия, эти люди не отказываются от излюбленного стиля жизни. И судьба то возносит их до небес, то бросает в пропасть. И так они и живут. Но они никогда не теряют надежды
и оптимизма, и абсолютно уверены в том, что и на их улице будет праздник. Хочу отметить, что на каждого из нас очень сильное влияние, кроме числа жизненного пути, оказывает также и число души. Например, если вы родились 7, 16 или 25 числа любого месяца, то ваше число души 7. Информацию о числах души можно получить из видео, которое находится в плейлисте «Число души», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите обязательно ваши комментарии. Таким образом, вы вдохновляете меня на создание новых видео для вас. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!